Я провел много времени наедине с собой. Не вынужденно, не спасаясь от чего-то, а осознанно выбирая этот путь долгие годы. Путешествую один, провожу дни в размышлениях, слушаю самого себя. Раньше я не понимал, как это. Боялся остаться один и уж тем более не знал, кто я такой и чего хочу. Многое боялся, переживал, о многом комплексовал и буквально ненавидел себя. И почти каждый из вас живет жизнь, которую ненавидит, которую вам навязали. Вы не знаете своих настоящих целей, своих ориентиров, своей силы. Ведь этот мир научил вас обращать внимание только на ваши слабости, провоцировать зависимости и уязвимости. Научил жить вопреки себе. А сегодня я хочу поделиться с вами тем, чему меня научило то, что многие боятся и от чего страдают миллионы людей. Одиночество. И как из такого страшного явления и проблемы нашего поколения я смог вынести свои самые важные жизненные уроки. И что вам, возможно, еще предстоит понять. Первое. Внутренний компас точнее любых советов. Еще в детстве, когда мои родители пытались мне навязать что-то, чего я не хочу, я ощущал внутреннее сопротивление. Чувство, словно что-то необузданное пытается выйти наружу и взять свой контроль, которое почему-то всегда знает, что мне нужно. И лишь с течением жизни я понял, что это единственное чувство, которое я обязан слушать. Внутри каждого из нас существует этот особый компас. Мы рождаемся с ним, но очень быстро перестаем его слышать. В детстве родители, затем школа, друзья, университет, работа, отношения, интернет, где у каждого своя уникальная правда об этой жизни. Все это его заглушает и делает его незаметным для нас. Помню, как долго метался между решениями о деятельности, переживаниями о своих первых отношениях, слушая при этом десятки советов, как мне поступить. Все они были логичными, продуманными, но ни один из них не ощущался правильным. И только оставшись наедине с собой, я обнаружил, что уже знаю ответ. Он всегда был внутри, просто я не давал себе времени его услышать, и все, что я делал до этого, это искал оправдания. Ваша интуиция — это не мистика, а сложный механизм, обрабатывающий информацию на уровнях, недоступных разуму. Когда мы слишком заняты внешними голосами, мы заглушаем этого древнего мудрого советника внутри нас. Именно научиться его слышать и вести с ним диалог, дать ему возможность руководить моей жизнью — одно из величайших достижений, к которым я пришел, оставшись один. Я стал задавать себе глубокие вопросы. Не почему я опять все испортил, почему мне так тяжело, а чему это меня научит. И как я хочу, чтобы я поступил. И нередко задаю себе вопросы, на которые можно ответить либо да, либо нет. И сразу чувствую ответ. И даже если мой внутренний голос приводил к долгим месяцам страданий, разочарованиям и горечи, рано или поздно жизнь мне показывала, что я поступил правильно. Возможно, не так, как хотел в моменте, а так, как было нужно. Именно этот компас дал мне уверенность, которую я не мог найти ни в одном другом человеке. Уверенность в себе. Второе. Выбирай только глубину. Раньше я жил по принципу «больше значит лучше». Больше знакомых, больше свиданий, больше секса, впечатлений и возможностей. Но это все оказывалось лишь иллюзией насыщенности, которая на деле оставляла меня пустым. И это касается всего. Людей, отношений, занятий, целей. Лучше иметь одного настоящего друга, чем сотню знакомых, которые спокойно тебя разменяют как карту. Лучше строить один союз, чем спать со всеми подряд. И лучше заниматься одним делом глубоко, чем хвататься за 10 разных направлений и по итогу все бросить. Ведь если пытаться преуспеть везде, ты везде провалишься. Либо сделаешь это некачественно. А это вызывает огромное количество стресса, особенно когда речь о важных этапах, вроде экзаменов. Многие изучают огромное количество ненужной информации, быстро выгорают и по итогу остаются неудовлетворенными. Вспоминаю свой период экзаменов и как нас запугивали, что никто из нас не сдаст. Но все будет отлично, только если подойти к этому системно и своевременно. В онлайн-школе «Сотка» учат именно этому. Вас индивидуально готовят к сдаче ЕГЭ, обучают только тому, что точно пригодится на экзамене. Эксперты из «Сотки» подготовили уже около 250 тысяч человек, где каждый третий сдал на 80 и более баллов. Обучение проходит на удобной платформе по выгодной ежемесячной подписке, в которой вы сможете готовиться к 4 предметам сразу, без переплат. Вас ждет много практики, регулярные пробники, вебинары с психологом, профориентация, и у вас будет
свой персональный помощник, что ответит на любые вопросы. А готовиться можно начать уже сейчас, летом, без спешки. Тем более, если экзамены ждут вас в следующем учебном году. А если вы приобретете подписку на сентябрь уже сейчас, то все лето сможете заниматься бесплатно. Экзамены не страшны, если готовиться заранее и со специалистами. А по промокоду Альберт1 вы получите дополнительную скидку на первый месяц обучения. Готовьтесь без стресса на высокий балл вместе с онлайн-школой «Сотка». Ссылка будет в описании. Сейчас я общаюсь только с несколькими людьми, но каждая наша встреча с ними наполняет меня энергией, а не опустошает. Я без отношений уже больше 3 лет, и это сознательный выбор. Потому что единственное, на чем у меня теперь акцент, это глубокие, долгосрочные отношения. Мне важнее найти своего человека и в идеале строить союз и прожить с ним всю жизнь, чем быть с кем-то просто потому, что он заглушает мою тоску, одиночество, а еще есть вагина. Я на протяжении последних лет только и занимаюсь, что своим каналом, ведь это и есть то, чем горит моя душа. В одиночестве я научился различать нужду от желания, и теперь отношусь ко всему аккуратно и осознанно, потому что понимаю, все, что я впускаю в свою жизнь, влияет на меня. Каждый человек оставляет в тебе след, каждые отношения меняют тебя. И я больше не хочу довольствоваться временным, поверхностным или иллюзорным. Если я выбираю человека, то того, с кем готов идти долгий путь. Если выбираю дело, то то, которому готов посвятить годы. Если выбираю дружбу, то настоящую, в которой я могу доверить не только секреты, но и жизнь. Одиночество научило меня ценить постоянство и глубину превыше всего остального. Потому что только в стабильном, целостном ты можешь по-настоящему раскрыться, довериться и построить что-то значимое. Глубина требует времени и терпения, и не у всех и не с каждым она случается. Но только в ней рождается настоящее. Настоящая дружба, настоящая любовь, настоящий смысл. Поверхностность дает иллюзию движения, но ведет в никуда. А глубина может показаться медленной, но она ведет к сути. Третье. Время живет внутри нас. Мы живем на автопилоте, ходим на учебу, ходим на работу, а в свободное время упиваемся доступными нам удовольствиями. А времени не ощущаем настолько, что нам кажется, что оно идет очень быстро, и его нам всегда мало. Но на что именно нам его не хватает? На социальные сети, на бесконечные сериалы, на людей, с которыми нам может даже некомфортно. Время — это не стрелки на циферблате, это качество нашего присутствия в моменте. Когда я выключил уведомления на телефоне и стал реже на него отвлекаться, когда исключил все, что только тратило мою энергию, и стал больше жить размеренно, когда позволил себе на время забыть о тревожных мыслях, об ожиданиях и обнаружил, что времени всегда было достаточно. Более того, оказалось, что большая часть моей занятости была иллюзией. В одиночестве я научился ценить каждый момент, каждый вдох и каждую мелочь. Перестал бежать вперед на автомате или пытаться успеть все и сразу, обогнав само время. Вместо этого я начал проживать его осознанно. Открылась удивительная вещь. Когда я не гоняюсь со временем, оно перестает убегать от меня. И парадоксальным образом я успеваю больше, двигаясь медленнее. Мы бежим по жизни галопом, часто не замечая, что делаем это не ради жизни, а ей вопреки. Но все, что у нас действительно есть, это настоящий момент. Не вчера, не завтра, а только сейчас. И мы можем либо прожить его, либо промчаться мимо, гоняясь за иллюзиями. Ведь именно в моменте скрывается настоящая жизнь. И только лишь на мне лежит ответственность, как я ощущаю свое собственное время. Четвертое. Мы излучаем то, чем полны сами. Простая, но глубокая истина. Мы можем дать другим только то, что есть внутри нас самих. Человек полный злости будет излучать злость. Человек, наполненный болью, будет передавать боль. А тот, кто нашел в себе покой и любовь, будет дарить именно это. Интернет и социальные сети это отлично демонстрируют. Я сам вспоминаю, как в тяжелые периоды своей жизни я тоже мог быть жестоким. Мог сказать что-то резкое, подумать что-то злое о человеке, нагрубить даже своему самому близкому другу, который просто попал под горячую руку. И это происходит не всегда потому, что я или кто-то плохой человек. Это было потому, что я был полон боли, и эта боль искала выход, а кто-то живет с этой болью всю жизнь, находя в ней единственное утешение. Когда человек несчастен, он физически не способен излучать добро, потому что добра в нем в этот момент просто нет. Есть пустота, которую он пытается заполнить, высасывая энергию из других. Есть боль, которую он пытается разделить, причиняя ее окружающим. Именно поэтому люди, которые не справились со своими внутренними демонами, пишут гневные комментарии, желая другим неудач, критикуют чужое счастье и так далее. Ведь они просто не могут дать то,
чего у них нет. Наши действия и намерения – это зеркало нашей души, и это зеркало не лжет никогда. Когда я понял это, я перестал принимать чужую агрессию на свой счет. Я увидел в ней не истину обо мне, в клевете, оскорблениях, а правду о том, кто ее излучает. И одновременно я понял свою личную огромную ответственность за то, кто я есть и что несу в мир. Каждое мое слово, каждое действие – это порция того, чем я наполнен внутри. Если я хочу, чтобы мир вокруг меня стал лучше, я должен начать с того, чтобы стать лучше сам. Заполнить себя тем, что хочу видеть в окружающих. Вылечить свои раны, чтобы не ранить своих близких. Поэтому стал больше делать добра для себя, заниматься своим психологическим здоровьем, старался чаще делать бескорыстное добро, заниматься благотворительностью. И со временем мой внутренний мир из боли и агрессии превратился в покой и любовь. И это, пожалуй, единственный способ сделать для этого мира что-то хорошее. И чтобы это понять, многим нужна поддержка единомышленников, которых не всегда легко найти в обычной жизни. Именно поэтому я создал закрытое сообщество людей, которые серьезно относятся к саморазвитию и готовы делиться своим опытом. Здесь вы можете обсуждать личную жизнь, получать обратную связь от тех, кто прошел похожий путь, и находить мотивацию продолжать работу над собой. Каждый месяц в нашем сообществе мы устраиваем испытания на повышение самооценки и дисциплины, общаемся в чате, видимся вживую, а также участники получают доступ к моим закрытым гайдам и курсам. И все это по дешевой ежемесячной подписке, которая помогает в развитии канала. Присоединяйтесь к сообществу единомышленников, а ссылка будет в описании. 5. Принятие делает тебя неуязвимым. Долгое время я жил в иллюзии контроля. Думал, что если все делать правильно, планировать заранее и стараться изо всех сил, жизнь пойдет по моему сценарию. Но жизнь почему-то этого не делала. Отношения могли резко закончиться, партнер мог изменить, дело всей жизни прогореть, экономика упасть, война разгореться, близкие умереть, а друзья предавать и исчезать. И каждый раз я воспринимал это как катастрофу. Злился на несправедливость, боролся с обстоятельствами, отрицал то, что не вписывалось в мою картину мира, и тратил огромное количество энергии на то, чтобы вернуть все, как было. Но на деле это бессмысленно и глупо. Сопротивление неизбежному – это не борьба за лучшую жизнь, а медленное ее убийство. Когда ты осознаешь, что в жизни может случиться вообще все, что угодно, ты перестаешь быть заложником каких-либо ожиданий и начинаешь понимать, что ты совладаешь со всем. Рано или поздно все твои близкие умрут, как и ты сам. Все может пойти не по плану, тебя могут предать, а ядерная война начаться уже завтра. И ты с этим ничего не поделаешь. Но можно жить не в сопротивлении, не в ожидании беды, а в уверенности в себе. И это не про то, чтобы стать равнодушным или цинично ко всему относиться. Это про то, чтобы освободиться от страха. Когда ты принимаешь худшие сценарии заранее, они перестают тебя парализовать. Ты начинаешь жить и принимать решения, исходя из своих желаний, а не из своих страхов. И когда действительно случается что-то плохое, ты не впадаешь в ступор. Ты просто адаптируешься, смотришь на новую реальность и сразу понимаешь, что делать дальше. Принятие превращает тебя из жертвы обстоятельств в их хозяина. Не потому, что ты можешь все контролировать, а потому, что ты готов ко всему. 6. В тишине исчезает потребность впечатлять. Каждый из нас пытается играть какую-то роль, зачастую вымышленную. Пытаемся выглядеть дорого и успешно, стараемся показаться сильным и уверенным в зависимости от аудитории. И каждый раз мы пытаемся доказать кому-то свою ценность, заслужить одобрение и всеми способами избежать порицания. Думаем о том, какая у нас походка, как мы стоим, как говорим, не глупый ли у нас смех. И мы так привыкли к этому театру, что забыли, каково это просто быть собой. Но когда ты один, у тебя нет зрителей, нет никого, кого нужно впечатлять, перед кем нужно оправдываться, кому нужно что-то доказывать, кроме тебя самого. И в этой пустоте от внешних ожиданий я впервые встретился с собой настоящим. Оказалось, что без необходимости играть роли перед другими людьми, с новыми знакомыми, перед камерой, я совсем другой, более спокойный, более искренний, более избирательный. Я постоянно думал о том, как выгляжу, что обо мне подумают, правильно ли я себя веду, и в этой озабоченности терял связь с собой. А теперь мне абсолютно безразлично, что подумают другие до тех пор, пока я с ними не согласен. И я понял, что впечатлять или бояться разочаровать нужно не других, а себя. И это меняет абсолютно все. И оказалось, что моя, например, закрытость – это вовсе не слабость, а роль экстраверта я играю паршиво. И оказалось, что просто быть собой – это и есть то, что способно впечатлить. 7. Уязвимость
это суперсила. Всю жизнь многих нас учили быть сильными, не показывать слабости, не жаловаться, эмоции контролировать, боль скрывать, страхи подавлять, а мужчины вообще не плачут. Я думал, что сила — это способность все выдержать молча, никого не обременяя своими проблемами. Но в реальности это не сила, а тюрьма. Все подавленные эмоции не исчезают. Они накапливаются внутри, создают внутреннее напряжение, которое рано или поздно найдет свой выход в самых неподходящих ситуациях. Поэтому я научился быть уязвимым. Позволил себе плакать, когда больно, признавать свои страхи и открыто о них говорить, а не прятаться от них. Быть честным со своими слабостями, а не стыдиться их. И именно эта честность делает человека сильнее. Так многие мои черты, которые я считал недостатками, вдруг стали полезными, а меня сделали счастливее. Моя чрезмерная чувствительность оказалась прекрасным источником для творчества, а все слабости неожиданно стали силой. Оказалось, что когда ты перестаешь тратить энергию на поддержание ложного образа, у тебя наконец-то появляются силы на жизнь. Ту, в которой ты настоящий, и тебе не нужно прятаться. 8. Наши страхи — это путь к счастью. Обычно мы избегаем страха, боимся что-то потерять, быть отвергнутым, ошибиться. Это может скрываться в любых мелочах. Боимся познакомиться с кем-то, пойти куда-то, сделать что-то. Но что если перестать от него прятаться и пойти ему навстречу? В одиночестве, особенно во время путешествий в незнакомые места, я научился танцевать с неизведанным. Научился воспринимать неожиданные повороты не как проблемы, а как приключения. Научился доверять процессу жизни, даже когда не вижу четкого пути вперед. И научился любые страхи воспринимать как маяк к чему-то важному. Осознанию в самом себе, резкому изменению, важному уроку. Страх стал моим проводником в те области жизни, где я мог по-настоящему расти. Потому что комфорт ничему не учит. Только в неизвестности, в состоянии уязвимости ты проявляешься полностью. Со всеми своими возможностями, своими ресурсами, своей глубиной. Сейчас, когда я чувствую страх, я не бегу от него, а наоборот иду туда, где страшно. Потому что понял, по ту сторону страха всегда ждет более полная, более настоящая версия меня. Страх — это не препятствие на пути к счастью. Это и есть путь к нему. 9. Любить не значит владеть. Я думал, что знаю, что такое любовь. В нашей культуре мы под ней часто маскируем исключительно потребность. Потребность во внимании, в подтверждении своей значимости, в заполнении внутренней пустоты. Мы любим не человека, а то, как он заставляет нас чувствовать себя нужным, важным, ценным. В отношениях я постоянно испытывал тревогу. Боялся потерять, боялся, что меня разлюбят. Особенно это укоренилось после опыта токсичных отношений и измен. Поэтому эта тревога превращала любые отношения в тяжелый груз, полный страха и контроля. Я пытался удержать людей, изменить их под себя, заставить соответствовать моим ожиданиям, но оставшись один, когда некого было использовать как источник хороших чувств о себе, я был вынужден научиться создавать эти чувства самостоятельно. Научиться быть себе другом, поддержкой, источником радости, заполнять внутреннюю пустоту не другим человеком, а собой. И когда я перестал нуждаться в людях для ощущения собственной ценности, я впервые смог их по-настоящему ценить. Ценить не за то, что они мне дают, а просто за то, что они есть. Без ожиданий, без попыток их изменить, без страха их потерять. Потому что у меня больше не было потребностей, которые они должны были удовлетворять. Я понял, что настоящая любовь к своим друзьям, близким, своей девушке не имеет ничего общего с владением. Это признание свободы другого человека, его право быть собой, право идти своим путем. Настоящая любовь возможна только между двумя целыми людьми. Когда каждый приходит в отношения не от нехватки, чтобы сцепиться друг с другом, а от избытка, чтобы создавать общую гармонию, чтобы чем-то поделиться, а не что-то взять. Теперь я больше не боюсь потерять, потому что знаю, моя способность любить не зависит от присутствия конкретного человека. Она живет внутри меня. И парадоксальным образом, именно эта свобода делает отношения гораздо глубже. Когда два человека встречаются не из страха одиночества, а из желания делиться своей полнотой, тогда и рождается настоящая любовь. 10. Все в этой жизни неправильно. Всю свою жизнь я искал правильные ответы, искал правильные книги, слушал правильных людей, изучал правильные формулы счастья и правильные рецепты богатства. Думал, что где-то существует универсальная инструкция к жизни, которую я просто еще не нашел.
И точно так же думаете вы. Но если миллионы людей дают советы, как стать успешным, почему тогда миллионеров так мало? Если психологи знают формулу счастливых отношений, почему мы так одиноки? Потому что все в этой жизни относительно. Никто из нас не знает, как жить именно твою жизнь. Я понял одну вещь. Все советы неправильные. Все книги неправильные, все методики неправильные, даже мои слова неправильные. Их кто-то не поймет, они окажутся для кого-то бесполезными или лишь малая часть информации тебе откликнется. Не потому что они плохие, а потому что они не для тебя конкретно. Ты уникальная переменная в любой формуле. И пока ты не поймешь эту переменную, никакая формула не сработает. То, что спасло одного, может погубить другого. То, что делает счастливым интроверта, может довести до депрессии экстраверта. У тебя другой характер, другой опыт, другие мечты и другие раны. Ты можешь черпать что-то полезное из книг, видео, подкастов, но общая картина всегда создается внутри. Поэтому тебе нужно перестать искать ответы снаружи и начать слушать единственный голос, который действительно знает, что тебе нужно. Голос твоей души. Только ты знаешь, что тебя по-настоящему мотивирует. Только ты чувствуешь, в какой среде ты расцветаешь, а в какой увядаешь. Только ты понимаешь, какие отношения дают тебе энергию, а какие ее забирают. Твоя задача не найти правильный совет, правильную книгу, видео или формулу, а создать свою собственную. Перестань смотреть на других. Посмотри на свою жизнь. В чем ты преуспеваешь, что дается тебе легко, что приносит тебе радость. Вот твоя формула. И она единственно правильная. Потому что твоя. Именно эти 10 уроков изменили мою жизнь и мышление навсегда. И надеюсь, что они помогут во многом разобраться и вам. Подписывайтесь на канал и мои социальные сети, а также вступайте в наше закрытое сообщество единомышленников по ссылкам в описании. Будьте счастливы и всего хорошего.